Тест. Насколько вы эмоционально зависимый человек? Вопрос первый. Как вы чувствуете себя, если долгое время не получаете внимания или поддержки от близких? А. Спокойно. Мне комфортно быть одной. Б. Меня это немного беспокоит, но я справляюсь. В. Я чувствую себя брошенным, брошенной и начинаю сильно волноваться. Вопрос второй. Если ваш партнер или друг занят и не может провести с вами время, что вы делаете? А. Занимаюсь своими делами и спокойно жду, когда сможем увидеться. Б. Периодически напоминаю ему о себе. В. Я начинаю переживать, что он теряет ко мне интерес и ищу возможности постоянно оставаться на связи. Вопрос третий. Как вы реагируете на критику со стороны значимых для вас людей? А. Стараюсь принять критику и учиться на ошибках. Б. Чувствую легкую обиду, но не показываю этого. В. Сильно расстраиваюсь и начинаю сомневаться в себе. Вопрос четвертый. Как вы себя чувствуете, когда партнер или друг принимают важные решения без вашего участия? А. Спокойно, доверяя его решениям. Б. Немного расстраиваюсь, но стараюсь понять его позицию. В. Чувствую себя ненужным, ненужной и отдаленной. Вопрос пятый. Вы часто меняете свое поведение, чтобы понравиться другим? А. Редко. Я предпочитаю быть собой. Б. Иногда, если это важно для отношений. В. Да, я часто стараюсь угодить другим, даже в ущерб себе. Вопрос шестой. Как вы чувствуете себя, если партнер или друг не отвечает на ваши сообщения в течение долгого времени? А. Я спокойно жду ответа. Б. Немного беспокоюсь, но стараюсь не зацикливаться. В. Я начинаю паниковать и беспокоюсь, что что-то не так. Вопрос седьмой. Насколько важно для вас получать одобрение и поддержку от других людей? А. Я могу двигаться вперед, даже если меня не поддерживают. Б. Это важно для меня, но не критично. В. Без одобрения я чувствую себя неуверенно и беспомощно. Вопрос восьмой. Когда кто-то из близких в плохом настроении, как это влияет на вас? А. Я сочувствую, но это не сильно влияет на мое состояние. Б. Мне становится немного грустно, но я сохраняю контроль над своими эмоциями. В. Я сразу начинаю переживать и чувствую себя подавленно. Вопрос девятый. Как вы реагируете на разногласия с близкими? А. Я спокойно обсуждаю проблему и стараюсь найти компромисс.
Б. Мне неприятно, но я не делаю из этого большую проблему. В. Я начинаю волноваться, что это может привести к разрыву отношений. Вопрос 10. Если кто-то из значимых для вас людей забывает о важной для вас дате или событии, что вы делаете? А. Напоминаю ему об этом и спокойно отношусь к ситуации. Б. Мне становится немного неприятно, но я стараюсь не придавать этому большого значения. В. Чувствую себя обиженным, обиженной и недооцененным, недооцененной. Вопрос 11. Как часто вы чувствуете себя одиноким, одинокой, даже находясь в отношениях? А. Редко или никогда. Б. Иногда, но я стараюсь этого не замечать. В. Часто я нуждаюсь в постоянном внимании и поддержке. Вопрос 12. Когда ваш партнер или друг уезжает на длительное время, что вы чувствуете? А. Я рада возможности заняться своими делами. Б. Мне немного грустно, но я справляюсь с этим. В. Я чувствую себя потерянным, потерянной и одиноким, одинокой. Вопрос 13. Насколько вам сложно сказать «нет» близким, даже если это противоречит вашим желаниям? А. Я легко говорю «нет», когда считаю это нужным. Б. Иногда мне сложно, но я стараюсь быть честным, честной. В. Мне очень сложно отказать, даже если это приносит мне дискомфорт. Вопрос 14. Как вы относитесь к тому, что ваш друг или партнер имеет другие важные для него отношения и интересы? А. Я рада за него и уважаю его свободу. Б. Я чувствую небольшую ревность, но стараюсь не показывать это. В. Я чувствую страх, что меня могут заменить. Вопрос 15. Как часто вы чувствуете тревогу, когда партнер или друг не проявляет к вам столько внимания, сколько вы ожидаете? А. Редко. Я уверена в наших отношениях. Б. Иногда я начинаю беспокоиться, но быстро успокаиваюсь. В. Я часто тревожусь и переживаю о том, что что-то идет не так. Посчитайте баллы. А. 1 балл. Б. 2 балла. В. 3 балла. От 15 до 24 баллов. Независимый человек. Вы не склонны к эмоциональной зависимости. Вам комфортно быть как в одиночестве, так и в отношениях. Вы уважаете свои и чужие границы, умеете справляться с эмоциями и не зависите от одобрения других. От 25 до 35 баллов. Умеренно зависимый человек. Вам важно внимание и поддержка окружающих, но вы способны справиться с временным отсутствием этих факторов. Иногда вы можете испытывать дискомфорт, когда ваши ожидания не оправдываются, но старайтесь сохранять независимость.
от 36 до 45 баллов. Высокая эмоциональная зависимость. Вы часто нуждаетесь в постоянном внимании, поддержке и одобрении от окружающих. Любые признаки игнорирования или отстраненности могут вызывать у вас тревогу и беспокойство. Вам может быть сложно оставаться уверенной в себе без внешней поддержки. Совет. Если вы набрали 15-24 балла, вы уверены в себе и своих силах, продолжайте развивать личную независимость и сохраняйте баланс в отношениях. Важно не забывать о собственных интересах и потребностях. Если вы набрали 25-35 баллов, попробуйте уделять больше времени своим личным интересам и самопознанию. Укрепляйте внутреннюю уверенность, работая над личными границами. Постарайтесь осознавать моменты, когда вас переполняет тревога, и используйте методы саморегуляции. Если вы набрали 36-45 баллов, стоит поработать над осознанием своих эмоциональных зависимостей. Попробуйте сосредоточиться на себе и своих интересах. Начните практиковать техники самоуспокоения и медитации. Возможно, будет полезно обсудить это с психологом, чтобы научиться строить более здоровые, независимые отношения. Будьте счастливы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы.